Приветствую всех зрителей и подписчиков канала. Сегодня у нас будет мега супер классный фильм, ну или может быть серия, посмотрим как будет по времени. Если по времени будет недолго, это будет серия, если будет по времени долго, это будет супер фильм. В общем, мы не знаем, что такое выходные, и мы не знаем усталости, поэтому у нас первая посылка вот такая вот, короче. Это первая посылка, это не шутка. Это, короче, посылки от подписчика Виталий Вячеславович, место Днепро. Раз, два, три. Первая была отправлена 17.03. Вторая была отправлена 18.03. Третья была отправлена 21.03. Короче, подписчик очень сильно отправлял. Короче, понравились ему фильмы и серии. Короче, подписчик отправлял посылок. Ну, маленькие посылки, в общем-то. Они с друзьями вместе смотрят, короче, и очень сильно хотят распаковку. Вот, поэтому что я сделал? Я просто сейчас все три высыплю. Ну и все, в принципе. Так как они от одного человека. Я не думаю, как это тут. Що тут? Що це таке? Непонятно. Просто пустой пакетик. Просто пустой файлик. Тут пустая выкидываем. Так, тут у нас радиодеталюшки. Высыпаем. Так, еще есть. Все. Подписчик, короче, не заморачивался совсем. Я надеюсь, эта дырка не в процессе поездки посылки появилась. Потому что если эта дырка появилась во время поездки посылки, ну, подписчик, в принципе, видел, как я это открывал. Поэтому, может быть, если что-то высыпалось, то подписчику не повезло. Потому что детали прям по пакету валялись. А вот тут была вот такая маленькая дырочка. Вот. Поэтому, не знаю, будем надеяться, что все на месте. Так, вообще надо было в такой коробке тоже отправлять. Ну, пока посылка была у меня с нее ничего не высыпалось. Поэтому, как бы я это точно могу сказать. Так. Ага. Тут в такой банке. Ну, вот это уже нормально упаковано. Вот такие вот радиодетали. И третью открываем. Самую первую. Опа. Так, все, тут ничего. Так, микруха. Тоже в банке что-то. И вот такие еще. Короче, все. Короче, подписчик решил, ну, реально, чтобы я сделал фильм. Я думаю, первая посылка, вон оно все сыпется. Ну, о чем я и говорю. Файлы, они абсолютно не держат вес. Абсолютно не держат вес. Это во-первых. Во-вторых, я так понимаю, та посылка тоже была в файле. Сейчас я файлик возьму. Вот оно. Вырвалось все с файла. Вот тут была резинка. И была дырочка в самом пакетике. Короче, не знаю. Будем надеяться, что все на месте. Будем надеяться очень сильно на это. Ну, зато будет уроком. Зато будет уроком. Так. Что у нас еще? Микруха. Оперативка. Это был какой-то набор радиолюбителя.
Это импортные детали. Детали, короче, импортные. Вот. Я их откладываю, этот набор. Может, кому-то надо. Не знаю. Ну, я это в срезку кину. Короче, что-то все сыпется тут. Еще какой-то набор радиолюбителя. Вот такой вот. Тоже отбрасываем. РС-22 702. Ну, она, скорее всего, неприемная. Да. Вот. Как проверить РСки? Надо лучше иметь хромпик. Вот. И вот так вот, короче, проверять. Вот контактик у нас покраснел. Это серебряное реле. Она не представляет никакого интереса, поэтому ее отбрасываем сразу. Так. Что у нас еще? Вот такие резисторы. Они нам не представляют никакого интереса. Мы их убираем. Что у нас еще есть, не представляющие интереса? Сейчас мы сразу все выберем. Вот. В руку. Я покажу и уберу это отсюда, потому что оно мне... Так, это крышка с PP340. Нормального года, кстати. Где само PP340? Без крышки. Где-то я его тут видел. А, вот оно. Я так понял, это с нее. Скорее всего. Короче, скорее всего, это с нее. Я вот так вот положу рядом. Так, что у нас еще есть неприемного? Так, увидел. Сразу два. А, вот. С него это, короче, крышка. Вот, не заметил сначала. Вот так вот положим, короче. Так, что у нас тут еще есть из неприемного? Так, тумблеры, стрелка, схема. Тут только стрелка. Тут стрелка, схема. Тут пустой. Мы их сейчас, кстати, вскроем. Мне тоже интересно. Так, вот это неприемный. Короче, вот жмение неприемных показываю. SP3, SP3 40, SP3 9, SP4 1, SP1, SP3 9. Конденсаторы вот такие К53 21. Короче, вот это я тоже убираю. Так. И тут еще у нас, короче, подписчику на будущее, файлики ни в коем случае. Просто ни в коем случае. Только zip пакеты. Вот. Потому что у меня предчувствие, что высыпалось все-таки с пакета при поездке, посылке. Так, импортные детали Tesla. Это, видно, набор какой-то был для сборки чего-то. То есть вот 10, 11 пронумерованные. Там тоже номерки были. Так. Что у нас тут? Светодиоды. Кусануть надо будет проверить. КМ-ка оранжевая. Короче, подписчик решил тоже не заморачиваться. Он 93-й, 83-й, 80-й. Короче, это тихий ужас. Так. Ну, в плане этой позиции. Не в плане всей. И тут такие же. 85-й, 90-й год. Вон, видно. Короче, ой. Мы это откладываем, вот эти две позиции, в сторону. Не буду я ими заниматься. Так, и еще деталюхи. Тоже не перебранная. Подписчик решил, короче, чтобы фильм получился очень тяжелый. Так, что мы делаем? Начинаем, короче, потихоньку избавляться от вопросительных позиций. Вот. Ну, в этом тумблере точно ничего нет, это 100%. Это, как это правильно сказать, более современный ТВ. Так.
А вот, сейчас покажу. Там многие уже знают, в принципе. Вот. Все, в принципе. Как бы тумблер неприемный. И сейчас проверю вот этот со стрелкой. Со стрелкой вот этот сейчас проверим. Я обычно вот так вот делаю. Вот тут ломаю. И тут ломаю. Но это кусачки, кстати. Вот не те я взял. Не взял не те кусачки. Большие не взял сюда на рабочее место. Так, вижу, что это неприемный. Сейчас я доберусь до гирек. Оп. Вот, показываю. Все. Отверстий нет. Тоже неприемный, но со стрелкой. Такое бывает. Поэтому проверять надо обязательно. Вот. А эти два со стрелкой и схемой это нормальные тумблеры. Вот стрелка, вот схема. Ну, алюминий уже поеденный. Вот это у нас 270 гривен, по 135 гривен штука. Я их сразу убираю и пишу. 270 гривен. Есть. Так, ух, конечно, тяжеловато будет. Так, но тут подписчик молодец, хоть здесь он реально меня выручил. 107 штук, все кусанные, проверенные, короче. Вот, желтенький, желтенький. А, он видно, короче, все проверено, все четко. Мы тогда делаем как? Пишем 107 на 8. Есть. Убираем это в сторону. Так. Что тут? Ушастые микросхемы, но не подписано сколько штук. Это очень плохо. А, тут не все ушастые. Ну тогда на вес пойдет. Так, а это полубочонки с ногами. Ну на ноги придется скинуть. А, посчитаны. Сейчас, отлично. 427 штук. Вот это вот уважуха. Просто уважуха. Так, пишу. 427 умножить на 1,3. А здесь не посчитано. Мы это взвесим просто. Я их по 5 гривен взвешу, так как тут крылатые есть. Поэтому по 5 будет. Ну, минус пакет 75 грамм. Пишу 75 умножить на 5. Есть. Так. Пакетное движение раскидали. Так, оперативка 62 гривны. Пишу 62 гривны оперативка. Так, что у нас еще тут? Так, это нам не надо. У нас на весы КМ-ка. То давайте сразу КМ-ку взвешу. Тарим коробочку. Оп. Так, оранжевая КМ-ка 4,86 на 38. Убираем. Все. Вроде как весового больше ничего нет. Вот это вот поштучка. Сейчас мы ее считанем. Мелочевка вот это вот. В пластике. Так. Что у нас получается? 1,3. Раз, два, три, 4, 5, 6. 6,8, 48. Раз, два, три, 4. 5, 4, короче. 5, 48, 53. Напишу 50, 53. Так, 50. Раз. Ну, это импортные. Ну, наверное, желтый. Раз, два, три, 4. А они маленькие. 5, 6, 7, 8. Короче, 60 гривен пишу. Еще 60 гривен пишу. Так. Светодиоды вот такие вот. Но они, по-моему, беленькие у нас. Сейчас проверим. Сейчас я попробую как-то раздолбить его. Не, желтый. Желтый. Нормально. Так. Считаем. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Так, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Где они у нас тут? Сюда их. 9. Короче, 12 гривен. Так, есть. Это у нас что? 93-й год. Неприемный. И
без года, короче, туда его тоже. Так, теперь сортируем по позициям. Переменники у нас будут тут. Эти переменники у нас будут здесь. Это у нас SP5 35А на 22 кОм. Недавно кто-то спрашивал из подписчиков, но я не помню, какой номинал уже был. Так, этот переменник сюда. Этот сюда. Эти переменники. Этот сюда. Это импорт. Импорт мы откладываем в сторону пока. Так, релюшка 203, по-моему, приемная. По-моему, точно не помню. Так, это у нас переменники SP5.1. Это индикатор ALS. Полевик. 625 корпус, по-моему, если не ошибаюсь. Полевики еще в таком корпусе. Зеленый дешевый К52 сюда. Точнее, не зеленый, а салатовый. Эти сюда. 808 раз, два сюда. Полевичок сюда. SP5 вторые сюда. Это посчитанные. Разъемы ТАН, Чехия. 2 штуки. Папы. Сюда. Так, вроде все видно, да? Как я разложил. Так, и сейчас будем с банок тогда раскладывать. Я сейчас просто разложу, так даже будет просто более прикольно. Так, вот эти вот пластмассовые сюда буду откладывать. Это кусанный дешевый сюда. Это ламелька с контактиками, импортная какая-то. Так, это мы к танам положим. Микросхемка вертолет сюда. 573 сюда. Еще одна дешевая кусаная сюда. Так, все, в банке ничего нет. Может, банка еще и пригодится. Так, еще ламелька, не ламелька, а типа разъемчик такой импортный. Тоже к танам его положу. SP5.1 сюда. Вот так вот пока разложим все. Да, это дело. Это я к чему? К тому, что подписчик, в принципе, еще одна 573. Подписчик мог пойти, да, в теории 808. Купить zip-пакетики. И мог бы это все 809 дешевый сюда. И мог бы это все сам благополучно, в принципе, рассортировать, а я бы уже сдал. Так, 802, 808. Но мы не ищем легких путей. Мы не ищем. В комментариях кто-то напишет: да зачем ты это перебираешь, там это. Короче, зачем ты так принимаешь? Ну, бывает и такое. Подписчик, короче, не решил искать легких путей. Ну, для меня. Так, КМки сюда. Сейчас отложим. То есть просто пока сейчас еще сортирую. Так, это белые. Это пластик. Зеленая КМыч. Одна, что ли? Удивительно. Одна зеленая КМка. Так, что я хочу сделать? Я сейчас пластик тогда считану. А, это с видимой. Этот желтый внутри. Ой-ой-ой. Так, в общем, считаем. 8 и 8, 16, 24, 32, 40, 48. Сейчас эти пока выберу в сторону. Пока 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96, 104. Тут 104 этих. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Этих 14, 104 и 8. Еще один нашел. 112.
112 и, короче, 112 и 20. 132 сюда в пластмассу высыпаю. Пишу 132. Так, теперь занимаемся. Так, это у нас что? К53 тоже 1. Где они тут у нас? Вот так вот. К53 кто? К53 тоже 1. Вот сюда. Это белый дешевый. Это белый подороже. Так, тоже белый подороже. Кстати, тоже вот такой вот совет есть. Вот если у вас таких, ну, в количестве есть, там, допустим, какое-то определенное количество, вы можете вот так вот выводы срезать, вот эти вот, они, кстати, медные. Крышку можете снять, крышка латунная, вот. Но это так, к слову. И останется вот такая таблеточка. И вы эти таблеточки, ну, это если он, конечно, без желтых, ну, без желтого корпуса, только желтый внутри. Вы эти таблеточки в пакетик накидали в зип, там, да, и оно места как бы мало занимает, и все. Вот, так, у нас их 2. Этих у нас сейчас кучка тут наберется, я их посчитаю просто. Вот, 311. Так, это хороший. Это у нас 630. Раз, два, три, 4. Полевики коротконогие. А этот полевик нормальноногий. Так, это дешевый, дешевый, дешевый. Так, вот эти по 15 гривен желтые внутри. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. Сейчас выглядит он у нас, ну, вот так вот он выглядит, короче. Шапка просто кусаная, не знаю. А вот так вот можно указать. Вот. ГТ 311. У него низкая такая шапка. И плюс еще ко всему, я забыл, сколько их штук было. Так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну что ж такое. Так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 штук. Я их положу вот сюда. Так, 16 штук. Пишем 16 на 15. Есть. Так, идем дальше. Эти у нас белые, 603 по 25 гривен. Так, я их убираю и пишу 50. Есть. Так, идем дальше. Этот у нас 1. Он у нас 1. Мы его пишем 40. Это есть. Эти у нас раз, два, три, 4. 4 по 30. Ну, возьмем еще вот этих 2. Короче, 6 по 30. 180. Зеленый, вот такой салатовый, двойка в кружочке. Это у нас 20-ка. Так, убираем его, пишу 20-ка. А вот эти у нас 3 по 25. Малыша, это нормальные. Пишу 75. 3 по 25, 75. Так, это у нас 809. Он у нас год нормальный, 30-ка. Пишу 30-ка. Этих у нас нормальных 808, 802, 803. И 908 тоже туда входят. Так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7 штук. 7, 6, 42. 420 гривен. 420. Это у нас К52,2, 90 гривен. Так, 90. Есть. Так, это у нас тоже на вес. Так, вот эти 573 керамика по 25 гривен. 2 штуки. Пишу 50. Есть. Так, еще немного, и в принципе тетрадку можно будет положить. Так, вот эти коротконогие посчитаю по 15. По 15.
сюда их 4 штуки, 60, а 4 ших 4, а нормально ногих тоже 4 на 18 есть. Так, что у нас дальше идет по плану? SP5-2 ВБ, ну в принципе их можно как эти посчитать, хотя он чуть дешевле. Короче, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 6 у 6, 36. Этот один тоже 6. Плюс 6. Это SP5-3 я кинул. SP5, 35. Они у нас по... Не помню. По 20-ке, короче, пусть будут. По-моему, где-то рядом. Так. Может даже и больше, чем надо написал. Так. ПП340, 90-й год, но есть ромб. А если есть ромб, это значит, что он по году проходит. 1, 2, 79-й год проходной. 60 какой-то год. Ну, ладно. 3, 4, 5. 5 штук. 300 гривен. Так, есть. Индикатор новый. АЛС. 321. 30 гривен. Есть. Вот эти вот тесловские. Короче, вот Тесла написано. Да. Ну, мы их возьмем. Пусть будет по 15, скажем тогда. Вот. 1, 2, 3, 4, 5. Вот это пусть тоже будет. Ну, эта штучка 15, да. 6. Это у нас 90. 90. И вот эти вот SP5-1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 по 15. 135. Так, еще импорт. Эти у нас будут по 15. 1, 2, 3, 4, 5. А эти у нас будут по 7. 5. 5 на 15, 75. А тут тоже 5. 35, 7. 110 гривен, короче. Так как это импорт, они дешевле. Об этом, в принципе, многие знают. Так. Этот не помню цену, 203. Либо приемный из дешевых, да, либо неприемный. Так. КМ-ка. КМ-ка это и вот эта банка последняя. Я напоследок оставил, потому что я когда как в нее заглянул, мне аж не по себе стало. Так, 2,24 на 38 плюс зеленая 0,2 на 0,2 на сколько мы напишем? 0,2 на 48. Все. И вот эти. На 15 гривен, короче. К53,1. Так. Есть. Сейчас я КМ-ки сразу в коробочку. А эти рядом. Эти рядом. Так, разъемы. Ну, вот это я напишу неизвестный, неопознанный разъем. Напишу 50. 50. Я думаю, не я, как говорится, не я не ошибся. И, короче, я думаю, ни мне, ни подписчику плохо не будет. Потому что я такой разъем первый раз в жизни вижу. Так, а это у нас таны. Не помню, почем они. Сейчас я на паузу поставлю, посмотрю цену, чтобы потом не возвращаться к этому вопросу. Короче, разъемы эти у нас бэушки таны по 300 гривен штука, то есть это 600. А релюшка 203 неприемная. Так, пишу плюс 600. Банку в сторону, это тоже в сторону. Короче, что я хочу сделать? Я хочу убрать вот этот мусор, что у меня тут лежит. Вот.
Вот так вот уже будет повеселее. И можно теперь высыпать эту банку. И заново, короче, сортируем. Вот. А для подписчика будет громадный урок, как можно просто в 15 минут все рассортировать. Кстати, повторяющиеся позиции. Вот. То есть вот эта повторяющая позиция, это новая у нас позиция тут появилась. Это повторяющаяся, это повтор. Это у нас 602 белые. Раз, два, три. Возможно, даже в каких-то приборах эти детали стояли. Вот. Так. Стабилизатор. Так. 630. Так, видно их в кадре. Да. Так хочется же разложить, чтобы все было по красоте. Это что? Какой-то непонятный импорт SF, что-то там. Импорт вот сюда на край положим. Так. Микросхемы в металле. Это белые. Букет белых транзисторов. Так. В принципе, все быстро, относительно быстро все сортируется. Вот. Бояться не надо самим это делать. Если какие-то непонятные, замудренные позиции, ну, в каких-то единичных количествах, не обязательно их ложить, как бы. Так, 602 желтый. Их можно, в принципе, и не ложить. Ну, бывает, попадается импорт непонятный или какая-то, ну, мелюзга какая-то. Вот. То есть тут уже такое. Так, новая микросхема в металле. Опять 311, 602 белый, 811. Сейчас мы его кусанем, посмотрим. Будем мы его оставлять или нет. Пластиночка. Пластиночка с него такая вот мелюзга. Я ее вот сюда положу. А транзистор можно выкинуть. Так. Так. Еще один такой. 801. Вот он. Дешевый. Так, вот сюда его положу рядом. Вот этот импорт. Так. Ну, я думаю, что сегодня фильм будет не настолько длинный, как вчерашний. Вот. Просто хочется еще 2 посылки сделать. Вот. Я думаю, они не сильно тяжелые будут. Я думаю, они будут проще, чем это. Так, КТ пластмасса еще есть. Еще такой непонятный импорт с высокой шляпой. Так, короче, вертолетов прилично так. Вертолетиков еще 602. Ну да, эта баночка неплохая. Так, еще букет транзисторов. Так, еще в металле микросхемы. Вот такие вот КТшки. Вот. Такие вот. Вот такие. Вот такие. Вот такое, короче. Многие пишут, кстати, типа, ну давайте без видео, чтобы побыстрее было. Я просто, ну, когда понимаю, что ну, есть смысл видео сделать, я человеку говорю, как бы у вас посылка простая, ну, я ее, в принципе, на видео сделаю. Вот, там день-два подождите просто и все. А бывает такое, что реально говорю, да, давайте, наверное, без видео, когда какой-то именно, ну, там, ну, когда я понимаю, что реально, ну, я могу долго настраиваться, чтобы пойти распаковать, допустим, какую-то определенную посылку. Ну, когда я примерно понимаю, да, что в ней может быть. Вот. У меня, конечно, настрой падает. Вот.
Ну, не потому, что я не хочу, да, там, или еще что-то, потому что, короче, не, ну, как сказать, впадлу, может, не знаю. Можно это так назвать. Типа, нет настроя или еще что-то. То есть, всякое бывает. Потому что там прилично лежит посылок, которые надо на распаковку, на видео точнее. Вот. Поэтому, как бы, настрой, иногда настроиться очень тяжело. Прям ходишь час, два, три, там чай выпил, там пошел, там поработал, там просто какую-то посылку сделал, которую не на видео. Находишь, ну, настраиваешься, чтобы ну, нормально это, ага, каушка одна, чтобы это нормально выглядело, еще одна каушка. Вот. Пытаешься взять себя в руки, особенно когда, допустим, за день до этого тяжелое было видео, ну, долгое, тяжелое, то есть получается, что... Так, а это новый. Получается, что очень тяжело, короче, настроиться. Так, тогда считаю полевики сейчас бэушные. Сейчас я новые сейчас выберу отсюда. Так, вроде все, правильно. Остались только бэушки. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, белый, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64. Прицепился один. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77. Фух, так, пишу 77 на 18. Белые мы считаем как за 2 за 1. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Значит 6. 6 на 9. Ой, гоню. 6 на 18. Так, это импорт. 3 по 7, короче. 21. 2 по 8. 16. Вот эти дешевые, короче. Вот такие вот. По гривне 50. 3 гривны. Так, 602 белые по 35 гривен. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. И в ту банку. 8. 8 на 35. Эти у нас 2 по 3. 6. 55 гривен. Этот самый. Не, 50 гривен. 602. Желтый. Куда его? В большую, наверное, банку. В ту. Короче, 50. Этих у нас. Ай-яй-яй. Так. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. 9 по 40. Вот эти тоже по 40 будут. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 штук микросхем. 440. Опа. Так, новый полевик. Раз, два,
3, 4, 5 штук. 110 гривен. Микросхема новая. Микросхема новая по 55, 4 штуки, 220. Еще один 603 пропустил, плюс 40. Эти у нас по 30-ке, 630, 90. Ага, вот. Так, вот этот я пишу, стабилизатор с радиатором новый, напишу его 50. 50. 50. Вот это напоследок оставляю. Так. Белые 311. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. 16 на 15. Это у нас получается 240. И вертолетики по 130 гривен, по-моему, они. Да, 130. Бэушные, новые. Не, наверное, гляну точно, не помню разницу между новым и бэушным какая. Так, по 130 гривен вертолеты. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. 8 жирных вертолетов. Так, 8 на 130. Общая. Здесь первая. Супер мега посылка. Будем надеяться, что подписчик напишет, что у него с пакета там ничего не выпало. Вот. Потому что будет очень обидно. Так. Удаляюсь на подсчеты и сейчас вернусь. Так, общая сумма по посылке у нас получается ровно 9800 гривен. Ровно. Прям вот. Ну не ровно, там вот так вот мне показало. Не знаю. Сейчас покажу вблизи. Кто найдет ошибку, буду очень благодарен. Потому что реально по запаре бывает могу. Да я шучу, конечно. На самом деле я все равно потом еще раз перепроверю. В общем, иду тогда за второй посылкой. Ставлю на паузу. Так, в общем, вторая посылочка у нас. Сейчас тетрадку в сторону. Весы тоже пока немного в сторону. Валерий Викторович. Місто Житомир. Так. Погнали. Да, сегодня надо точно 3, потому что реально выбиваю из графика. Мне неловко перед людьми. Так, ага, карту сейчас закрою. Высылаю вам первый раз. Может мне, а может и в целом первый. Так, ну, подписчик напишет в комментариях, я думаю. Так, олово, чипы, индикатор, микрометр и т.д. Надеюсь, все без косяков. Если что не так, укажите на ошибки в ТГПС. Спасибо. Спасибо. Спасибо за письмо. Письмо это всегда хорошо. Так, куча кульков. Куча кульков это прекрасно. Латунь. Латунь, братунь. Так, чипы. Часы какие-то. Разъемы, чипы. Индикатор. Это что такое? Ампулки. О, благодарочка за ампулки. Супер. У меня тут уже целый склад подарков. Реально. Я могу уже в магазин просто никогда не ходить. Так. То у меня падает, то не с коробка. Так, медяха. Олово. Сейчас хрустнем его. Может реально олово. А может и припой. Так. Хруст есть. Отлично. Это олово. Так. А это мусор. А это микрометр. Да, редко попадают приборы, конечно, на распаковке. Я не особо люблю измерительные приборы. Распаковки делать мало кому интересно, короче. 125, 150 с твердосплавными губками. Губки целые. Сейчас покажу, как проверять.
Вот эти рабочие поверхности должны быть целые, а не из твердого сплава. Так. Короче, микрометр у нас будет 350 гривен. Дороже не могу, потому что просто спроса на эти вещи сейчас нет от слова совсем. Не, если кто-то из подписчиков заберет дороже, я, конечно же, отправителю добавлю. Но я думаю, вряд ли вообще за него хоть кто-то напишет. Так, это реально уже... Сейчас только единственные вещи, которые реально более-менее ходят, это микрометры 0,25, 25-50, потом нутромеры 50-100, 18-50, штативы магнитные. Что еще ходит нормально? Да и в принципе больше ничего, скорее всего. Вот реально, вот из всего, что я... Это за последний год мое такое наблюдение. Так, индикатор. Индикатор бэушный. Нет наконечника измерительного. Работает нормально. Паспорта нет. Ну, посчитаю, короче, 250 сделаю. Индикатор и микрометр 350. Итого 600 получится. Для ровного, как говорится, этого. Вот. Хотя реально, ну, очень тяжко сейчас с этим. Так, пишу 600. 600. Ну, посылочка реально не сильно тяжелая. Так, весы. Возьмем эти. Сейчас олово взвесим. По 900 за кило. Так. 165, 150 гривен. Короче, олово у нас получается. Откладываем. Потом медяшечка. Медяшечки 300, 0, 336 на 320. Это у нас медяшка. Теперь латушка. 0,46 на 190. Латуха. Потом у нас вот эти разъемы я не принимаю с материнских плат. Вот эти разъемы, короче, я не беру. Я их выкидываю. Так, мосты. 1, 2, проц, десятка. Ну и чипы. И чипы. Мостов 7,3. 7,3 на 9. Десятка процессор. Так, видно, что я пишу? Видно. То бывает, иногда забываю в кадр смотреть, чтобы все нормально было. Так, и чипы. 14,2, 13,5. Ну, минус пакет. 13,5 на 2,5. Почему микросхему сюда закинул? Потому что она у нас, ну, видно, да, желтая, короче. Ну, кину ее сюда. На самом деле она, скорее всего, не стоит 2,5 за грамм. Ну, сделаем просто так. Так, и чипы. Сейчас покажу, что не так по чипам. Короче, чипы с телефонов, да, вот это мусор. Это с материнской платы дешевый чип, я его выкидываю. Так, а это у нас тут и память, и все подряд, короче. Короче, с мобильников. С мобильников чип. Пишу немного его. Вот это не по теме. Ну, то есть это обычная двухсторонка. Короче, 5 на 13. Это у нас получается 70. 5 на 13. 65. 65 гривен. А этот у нас весит совсем мало. Совсем мало. Короче, 0,3. 1 гривна напишу. Так. Это есть. Можно убрать. Пакетик тоже туда пригодится. Ну, тут у нас часы. Тумблер, то, что надо. 135. Кнопка не надо. Так. И часы.
Часы белые, вот такие механизмы, короче, тут. Раз. Ну и здесь механизм. Грубо говоря, два механизма, это 100 гривен. Вообще надо вытаскивать механизм из часов. Вот, потому что вы сам корпус часов можете в латунь кинуть, а механизм, вот такой вот советский, в районе 50 гривен один. Вот я их по 50 гривен и посчитал, два механизма в сборе. Вот. Ну, с часами не надо вместе, лучше отделять. Ну вот и все, в принципе. Это у нас вторая посылочка. Общая сумма у нас сейчас здесь будет. Подбивать буду на калькуляторе. Я сейчас тогда пока схожу за третьей и сразу и подобью просто, и все. Так, в общем, сумма у нас по второй посылке получается 1355 гривен. И здесь надо вот так вот гривен написать. Так. И у нас получается третья посылочка. Сейчас остается, не знаю, мне кажется, она будет сложнее, чем вторая. Ну, не такая сложная, как первая. Я так считаю. Хотя все возможно, и может она будет даже тяжелее, чем первая. Евгений Александрович, село Лозуватка. Ага, вот что она такая тяжелая. Медь. Я думал, она забитая радиодеталями. В хлам. Так. Что у нас тут? Латуха. О, как раз весы рядом. Хорошо. Алюмиха. О, вот это уровень. Жесткий диск подписчик сам разобрал. Это супер. Супер. Какая-то коробочка чего-то там. О, и письмо есть. Так. Серебро, контакты, оперативка и что-то тут еще. Все пусто. Чипы, проц, мост, серебро, два мобильника, оперативка, КТ пластмасса, серебро, мост и письмо. Опа. Так, карту закрываем. Вот так от. Доброго дня! Відправляю вам посилку, зібрану завдяки вашим повчальним відео. Продовжуйте і далі знімати повчальні та цікаві відео. Успіхів! Дякую велике за листа. Так, медь 3,2, алюминь 2,2, латунь 1,8, немагнитный 11,4, магнитный 7,1, на меди 6,2, сребла 925, 14,5 грамма. Все, ну, годится вообще. Ну, я не думаю, что у нас какие-то будут, как это правильно сказать, разные данные. Так, в общем, погнали. Мосты. Тринадцать грамм мостов, 13 на 9 есть. Чипы 20,8, 23 значит будет, 23 на 2 и 5. Проц 30-ка, зеленый большой. Так, оперативыч 14,7, 15 гривен пишу. Планка оперативки. Мобильники хорошие. 27,55, значит 28, короче, пишу. 28. Есть. Так, серебро. 925. Сережки, колечки, крестики. Всякая, короче, такая разная штучка. Так, тара, нули. Высыпаем. 14,5. 14,5 умножить на 34.
Есть. Так, на MIDI. Перетаривать не буду нормально. 6,4 пишу. На 11. Есть. Не магнит. Нормальные контакты. Сейчас поближе покажу. Через пакет видно, не видно. Отлично. Так. 11,3. 11,3 на 31,5. Есть. Магнитные. Хорошие контактики тоже. Так. 7,3 на 22. И КТ пластмассы. Сколько у нас ее тут? Раз, два, три, 4 штуки КТ пластмассы. 32 гривны. И микросхем 2 штуки. Не, раз, два, 3 штуки. 12 гривен. Равно. Так, выключаем весы. Пишу. Третья посылка. Вот сюда у нас пойдет общая сумма. Так, сейчас я тогда на паузу подобью, и мы продолжим. Что я собрался подбивать? У нас же шметище. Вот же ж гоню. Разогнался, думал, все, сейчас быстро, все, гач-гач. Не-не-не, не тут-то было. Опа, весы. У меня уже все готово было. Так. Первая позиция алюминий. Пишем 2,2 на 47. Выбираем. Латунь. Показываю. Латунь особо не интересна. Так, кило 850 умножить на 190. Выбираем. И медь. Медь потяжелее, короче. Выпалка. Так. Медь выпалка 3300. 3,3 на 320. Вот теперь уже можно считать. Так. Медь убираем, ручку сюда, весы выключаем и удаляемся считать. Так, в общем, общая сумма у нас получается 2875 гривен к оплате за третью посылку. Часовой фильм получился, ну тоже ничего, так я думаю, в принципе, на выходных как раз многие смогут посмотреть. В общем, всем спасибо, что смотрели сегодняшний выпуск. Большая просьба. Ставьте лайки, пишите комментарии. Кто досмотрел до конца, подписывайтесь на канал. Ну, кто не досмотрел, тоже, конечно. В общем, желаю всем хорошего вечера, хороших просмотров на YouTube. Всегда, чтобы все ролики вам попадались классные и полезные. В общем, всем спасибо за просмотр и всем пока.